Представители знака зодиака Близнецы, здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад на неделю, прогноз еженедельный с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. При этом, конечно, будем реалистами. Жизнь, увы, не бывает полностью предсказуема. И все же, если мы расклады с вами смотрим, значит, мы допускаем уже какой-то альтернативный вариант развития событий. И, наверное, в нашей жизни это очень важно. Пусть у нас лучше все идет своим чередом, но когда мы готовы, что что-то возьми да поменяйся, значит, мы более подготовлены, значит, нас сложнее застать врасплох. По крайней мере, рассматривая карты Таро или расклады, вы ведь все равно проигрываете какую-то свою ситуацию. Поэтому я надеюсь, первое, что мы с вами проведем приятное время, и второе, это то, что подсказки будут. У нас сегодня две колоды, и на колоде ангелов мы достанем карту «Совет». Но на первой колоде Таро иллюминатов давайте мы узнаем, зададим наши вопросы. В разрезе недели, не такой большой срок, как карты видят обстоятельства дела. И у нас выпадает королева жезлов. Может быть, есть притягательная особа. Что-то у меня тут все карты перемешаны получились. Мы смотрим прямые изображения, именно прямые позиции. Так вот, это притягательная особа, которая, вот этот черный милый котик, который находится на коленях, это своего рода символ о том, что вы никогда не узнаете правду. И не потому, что она не хочет вам ее сказать, а потому что ее жизнь научила. Много не распространяться о себе или много не распространяться о своих планах. И поэтому где-то, мои дорогие близнецы, можно сказать, что как совет эту карту тоже воспринимать есть смысл. Или люди пусть вас в таких энергиях окружают, тогда дважды нужно самому где-то находиться на своей волне. Карта может говорить о том, что у вас будет очень много контактов, потому что по этой карте королева жезлов как раз много информации. Она умеет работать с информацией и распоряжаться деньгами. Но это жезловая энергия, это такой огонь, азарт своего рода. Поэтому может быть и у вас такая динамичная неделя. Но эта динамика, она словно вокруг вас. А вам, если мы как совет воспринимаем, не рекомендуют карты так с места в карьер срываться. Сначала подумать. Итак, что важно знать? Вторая карта «Чего не избежать?» или неожиданности. Энергии, которым сейчас не время, или что вам может помешать. Что же вам будет, наоборот, помогать? Что скрыто? Давайте узнаем. Может быть, и вы чего-то не замечаете. Или человек, вот, кстати, скрывает нарочно. Кто знает? Вот узнаем. По основным сферам жизни. Это карта дела, работа, бизнес, учеба, документы, какие-то согласования. Энергия денег и личная жизнь. И, как мы говорили, на колоде Таро совет от ангелов. Давайте мы этот совет спросим. Возьмем карту и откроем ее в конце нашего расклада. Что же для вас будет важно? Или, может быть, что учитывать по мнению этой колоды карт? Итак, совет для знака зодиака Близнецы. Что же будет важно знать? Ну, по пятерке Пентаклей, кстати, мелкая карта. И есть два направления. Первое – отсутствие взаимопонимания с каким-то конкретным человеком или с какими-то персонажами другими, когда у кого-то ситуация по работе. Может быть, у вас есть свой проект, а руководитель желает чего-то совершенно противоположного. И есть такая нестыковочка по финансам. Вот как будто два вот этих направления, которые первое будет как о взаимодействии говорить, или, может быть, у кого-то это проиграется просто мелкий вопрос в вашей семье, когда ваши домочадцы вас склоняют, давай купим что-то. А вы так просчитав, говорите, что нет, может быть и купим, но не прямо сию минуту, не на этой, может быть, неделе. Или по этой карте основные задачи, в принципе, с кем-то договориться и не упустить из поля своей видимости финансовые важные вопросы.
Чего не избежать или неожиданности – это ваша карта, хотя у кого-то и могут быть как раз согласования. Согласования в банках, в каких-то высоких инстанциях. Может быть, вы ожидаете документы. Может быть, получение как раз с учетом пятерки пентаклей этих документов было достаточно сложно. Вам пришлось что-то долго ждать. Или, может быть, из-за какого-то документа прежде у вас какое-то событие не состоялось. И здесь вы будете, с одной стороны, продумывать, как мне это осуществить, рассматривать разные варианты. Может быть, по этой карте кто-то захочет, кстати, взять ипотеку и будет просчитывать. К примеру, банки тоже проходят по этой карте. Кроме того, что эта карта отчасти ваш сигнификатор, но это карта рационализма, поэтому если мы про банки говорим, к примеру, ипотека, значит нужно что-то досконально просчитать и при этом надеяться на себя. И если вы, наоборот, хотите закрыть, может быть, какой-то кредит, но, значит, тоже, может быть, и раньше времени. Вот не должно быть какого-то финансового минуса. По этой карте не должно быть и недостоверной информации. Поэтому, если вы не специалист в юриспруденции, а дело ваше как будто требует того, чтобы вы поступали четко, или как-то есть вопросы по законам, тогда лучше обратиться к адвокату, к юристу. Это все проходит по этим картам. Но еще и король мечей говорит о врачах. И вы можете проходить обследование или разбираться с каким-то вопросом, или с каким-то диагнозом, к примеру, который был поставлен под вопросом, как предполагаемый, а вам нужно до обследования пройти, чтобы окончательно выяснить, что же это. И такая может быть история. У кого-то, мои дорогие, вот столько значений проходит по этой карте. И это в позиции неожиданности. Но я не могу сказать, что это полная неожиданность, потому что именно в отношении вас это, скорее всего, может быть, это было неожиданностью, но я так больше предполагаю для большинства не на этой неделе. Так вот, может быть еще и человек или люди, которые работают с металлом. Поэтому по части дома, это мало ли, с учетом пятерки пентаклей, вышел какой-то прибор из строя, или нужно какой-то срочный ремонт произвести. И тоже вы тогда можете искать специалиста и желать быстрее что-то закончить, завершить. Чему сейчас не время? Пятерка жезлов. Знаете, не время собирать какую-то разрозненную информацию. Или, что я имею в виду, что думает один человек, что думает другой человек. Не время надеяться на тех людей, которые вас уже подвели прежде. И даже если они вам золотые горы обещают, нет. Как будто тут надо что-то действовать наверняка. Не время, словно вообще пребывать в этом информационном хаосе. Кстати, по пятерке жезлов, как раз информационного хаоса, я так называю эту карту. И, может быть, вы и хотите что-то обустроить лучше. Или вы хотите обустроить что-то в целях экономии. У кого-то и так. И тогда будьте аккуратны с экономией. Две пятерки. Вы можете считать, что я сэкономлю. А может, мои дорогие близнецы, выйти так, что скупой платит дважды. Будьте аккуратны с этим вопросом. По пятерке жезлов, знаете, нам обещают утром, а к вечеру о нас забывают. Поэтому продумайте. Что же вам будет помогать? Умеренность. Все то, что я перечисляла, в любом из этих вопросов, правда, держитесь какой-то золотой середины. И не торопите какие-то события. Лучше, может быть, через неделю, к примеру, найти специалиста. Или, если мы про обследование, до обследования согласиться, может быть, допустим, вам предлагают быстрее что-то пройти, но на одном аппарате. Я к примеру. А есть возможность сделать на другом, более современном оборудовании. Но это нужно подождать. Тогда лучше подождать. Все же аркан умеренности быть, знаете, где-то очень в ваших энергиях. Если мы говорим про короля мечей, чтобы вас никто буквально не подвиг на что-нибудь и не свел с пути истинного, где-то так. Но и самому-то где-то не заблуждаться. Что скрыто? Нужно о чем-то не пожалеть. Нужно не пропустить вот этот кубок. Нужно все же обстановку вокруг вас отслеживать, что люди думают тоже. Но знаете как, это хладнокровно оценивать, стоит этому доверять или нет.
Потому что мы никогда не знаем, откуда придет возможность. Будьте рациональны, мои дорогие, вам ничто не мешает. Тут задача такова, что вы сами как будто можете начать переключаться на один вариант, на второй, на третий. А карта нам говорит спокойно, терпение, и все встанет на свои места. Что-то нужно вам сделать очень надежно. Вот я вижу так. Дела, работа, бизнес, правда. Не торопитесь. И вот этот кубок, который не видит человек. Почему не видит? В землю смотрит. В землю смотреть нельзя. Это в контексте того, что я сказала, обстановка вокруг вас должна быть вами контролируема. Ну и где-то то, что люди говорят, тоже через какую-то призму правды, истины пропущено. И колесо фортуны будут на этой неделе или могут быть какие-то действительно события, или могут быть какие-то оказии. Ведь как раз я уже не останавливаюсь подробно на арканах, но именно в этой колоде аркан умеренности и говорит о том, что как не случайная случайность какая-то в виде предложения. Причем она может выглядеть, ну, так, к чему вы не готовы. И надо будет вот так хладнокровно продумать, потому что словно колесо фортуны что-то вам может преподнести хорошее. Или выход из какой-то сложной ситуации. Для кого-то из вас это может быть конкретно решение вопроса по финансам, или с кем-то примирение, или, может быть, вы решите попросту какой-то вопрос, закроете. Будьте внимательны. Может быть, для кого-то из вас придется быстро куда-то отправиться. По колесу фортуны мы не мешкаем, мы не откладываем на потом, но это именно то событие, которое приходит извне. Это не то, что мы ускорить пытаемся, а это как судьба нам вот такой какой-то сюрприз в виде неожиданности преподносит. Тогда помните, в любой неожиданности есть возможность. Финансы. Вот карты живут своей жизнью. И королева жезлов выпала, и я уже по этой карте говорила. Человек вам может банально рассказывать, куда он ходил, в какие инстанции, кто откликнулся в каком кабинете. То же самое или подобная ситуация может быть и по документам, или по каким-то чиновникам, или да по любому вопросу, к примеру, и недвижимость, или какой-то специалист по недвижимости или по ремонту, если мы говорим по королю мечей, люди, работающие с металлом, или юрист, опять же. Поэтому какую-то информацию дважды, трижды вам нужно вот так очень рационально обдумать, прежде чем действовать. И карта не говорит, что мы тратим деньги. Вам, правда, нужно сделать какой-то выбор, и выбор это должен быть осознанный. Какая-то прокрастинация не может продолжаться. По семерке кубков это всегда вот очень красноречиво изображена эта карта, изображение точнее. Указан человек, который развел руками и думает, эх, это ж надо сколько, и все для меня, и куда же я теперь пойду? Может быть, мои дорогие близнецы, какая-то и многозадачность. У кого-то из вас мы смотрим на личную жизнь. Может быть, выбор по партнерам. Или, ну, какая-то ваша личная история, она тоже не стыкуется. Душа просит одного, а ваш холодный рационализм просит чего-то другого. И поэтому по пятерке пентаклей, если мы в контексте «что важно знать» спросили, здесь не должно быть недопонимания или финансового минуса. У кого-то, опять же, банально, если вы в паре, то это будут просто дела вашей семьи. Может быть, и с родственниками связаны, или с тем, что вы планировали, или, может быть, какая-то возможность, или еще какие-то обстоятельства, которые у вас два старших аркана. Значит, что-то извне на вас все-таки как будто воздействовать. Вам придется это учитывать и как-то с этим, ну, правильную какую-то стратегию, тактику разработать. Давайте мы откроем карту как совет. Ну вот куда-то нет. По крайней мере, выбор действительно придется делать. Понятно, что вот у нас 7 кубков, и в 7 направлений мы одновременно не пойдем. Ситуация выбора в целом, мои дорогие близнецы, на этой неделе, и вам попросту нужно определиться, чему вы скажете или кому вы скажете «нет», чтобы не было какого-то бесконечного возврата в прошлое или в какую-то прежнюю обстановку, или, может быть, в прежние у кого-то отношения, или какой-то прежней истории.
тогда словно гора с плеч, тогда возможности открываются. И, может быть, вот этот выбор вам придется даже делать в начале недели, потому что не забываем, по колесу фортуны возможности прийти могут в любой момент. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.